Приветствую вас, друзья мои, зовут меня Степан. Как обычно, знакомлю вас с печками, каминами и их устройством. Сегодня снова занесла судьба меня в Лепельский район, это север Беларуси, Витебская область. И еще одно озеро ледникового происхождения. Виды здесь просто космические. И печка, о которой сегодня пойдет речь, она тоже космическая. Пойдем покажу. Я, конечно, привез дрова свои с собой, все как обычно, но у заказчика очень много дров. Есть баня, он пользуется постоянно. И когда я сказал, сейчас принесу дрова, он с меня долго смеялся. Ну и почти запретил это делать, поэтому берем дрова естественной сушки, которые находятся на улице, и вот так вот заботливо уложены. Для многих из вас это новое название, новый бренд будет, называется он WAM. Пишется название из 4 букв WAM, но читается правильно WAM. Бренд датский, бренд очень старый и бренд очень-очень интересный. Это, наверное, первая печка WAM, которая попадает ко мне в обзоры, и на ее примере очень многое станет для вас понятно. Конкретно эта модель называется WAM 4640C. У этой модели есть много модификаций. Ну, это такая средняя по высоте модель. Есть модель ниже и есть модель подвышенная. В подвышенную модель можно еще дополнительно укомплектовать ее теплонакопительным камнем. Он будет еще сверху находиться. Компания WAM считает, что все дверцы в каминных печах должны быть чугунные, потому что со временем, если дверца стальная, то возможно теоретически какая-то деформация. Имеет под собой основания такие доводы. Ну, в общем, дверь у печи чугунная, поэтому не беспокойтесь, со временем ее никак не крутанет. Есть еще чугунные детали у печи, а именно это под и это колосниковая решетка. При этом должен вам сказать, что печка не колосниковая, она, конечно, подового горения, но воздух снизу под колосник для быстрого старта у этой печи поступает. В нижней части печи находится дверца, и здесь очень такое большое пространство. Чаще всего ассоциируется у вас это пространство с дровником, но я думаю, что дрова здесь хранить не очень удобно. Можете использовать эту нишу как бар. Это, ну, и шуткой нет, потому что внизу печка не греется совсем. То есть даже через несколько часов работы вот здесь вот эта нижняя часть, она будет оставаться холодной, поэтому какие-то средства для розжига вы смело можете оставлять вот здесь в этой нише. Также за дверью находится механизм регулировки интенсивности горения печи, и снизу у вас есть доступ к зольному ящику. Зольный ящик полностью герметичный. Видите, здесь по периметру даже есть такой шнурок, чтобы воздух туда не проникал. И есть такие ролики, которые становятся в направляющие. И зольный ящик буквально закатывается обратно. Еще здесь же за дверью, если вы решили, что печка будет подключаться к ней воздух извне, именно здесь, за этой дверцей, гофра для подключения будет спрятана. Можно вывести ее из пола, вот в этой части, либо сзади. Приятная мелочь, на дверце установлен магнит, и дверца не болтается, она очень четко хлоп и становится на место к корпусу. Сразу обращаю ваше внимание на подключение. Здесь мы его выполняли через верх, но у печки есть возможность подключить ее сразу в стену. Кто-то, допускаю, не любит вида черной трубы сверху, но в некоторых случаях эта труба является еще и необходимостью.
В каких случаях? Значит, если вы выпускаете дымоход наружный, делаете наружное подключение, то внимательно смотрите, какую сэндвич-трубу вы используете. То есть, если сэндвич-труба набита обычной базальтовой ватой, то заднее подключение категорически противопоказано, потому что сразу на выходе из печи достаточно большая температура, и вата вот в этом тройнике и в первом участке трубы она просто может спекаться. Но если вы используете сэндвич с керамической ватой, то можете делать сразу подключение сэндвичем через стену. Здесь сэндвич имеет керамический наполнитель, это шидель-перметр, и не было там острой необходимости снимать температуру с первого куска трубы, но сделали это так из эстетических соображений. Есть два вида колена, встречалось такое колено уже у меня, полукруглое, и бывает еще такое колено ломаное, там несколько соединений тогда могло быть. Ну, заказчику понравилось, мы предложили, установили. Результат вы видите. Начинаем укладывать дрова, и сразу обращаю внимание ваше вот на что. Обратите внимание на ручку. Почти все печки, которые вы знаете, нужно какую-то ручку повернуть, открыть какой-то рычаг, какие-то скобки. Вам это производитель хай-класса, очень высокого, и предусмотрительно сделал так, чтобы открывание происходило максимально удобно. Вы просто тянете ручку на себя. Очень просто. Мало того, в вертикальных печах, когда ручка находится сверху, вам даже не нужно нагибаться, приседать, там, стоять, ползать на коленях перед печкой. Вы просто открываете дверцу и просто укладываете дрова. Хозяин бывалый, как я говорил, пользуется баней, и есть у хозяина горелка. Для тех, кто не в теме, обязательно прогреваем для начала дымоход. Для этого достаточно горелку просто направить в верхнюю часть. Если в дымоходе есть воздушная пробка, мы ее пробиваем. Прикрываем дверь, прежде чем начать разжигать дрова, потому что, скорее всего, если при открытой двери мы начнем это делать, то дым может повалить наружу. Поэтому давайте чуть-чуть прикрыли, направили горелку. Под печку мы положили стальной лист. Несмотря на то, что печка не греется, как я говорил, снизу, но есть вероятность, что при открытии двери какой-то уголек может попасть на пол. Здесь деревянный пол, фундамент никакой под печь не нужен, ее масса составляет всего а здесь, наверное, не указано. Ну, не больше 130 килограмм весит эта печка, поэтому, ну, какое-то особенно сильное основание под нее не нужно. Вот деревянный пол, на нем она себя прекрасно чувствует. Лист, ну, не вамовский, это мы его здесь сами заказывали. Можем, в общем-то, вырезать в любой размер. Если у вас есть какие-то там пожелания по размеру, то обращайтесь, не стесняйтесь. Друзья мои, обратите внимание, сейчас первые минуты розжига, и зуб, и вермикулит весь стали черными, покрылись сажей. Так вот, как только камера горения снова станет светлой, как только с вермикулита выгорит вся сажа, это будет означать, что печка уже вышла в свой рабочий режим. Сейчас вся камера занята огнем, вот-вот печка выйдет в рабочий режим. В принципе, это первая закладка дров, поэтому там немножко рановато, но давайте попробуем все-таки ее порегулировать. Очень быстро посмотрим, как печка отреагирует на ручку вниз. Четко, круто и очень красиво.
Эффекты горения, конечно, потрясающие, но к вопросу регулировок конкретно этой печи мы с вами еще вернемся обязательно, потому что одна из самых главных фишек компании WAM – это их система управления горением. Есть у печи WAM 4640 и вообще у печей WAM одна особенность, и это стало для меня реально открытием. Очень долго сгорают дрова. Ну, как объяснить? Если вы привыкли ежедневно пользовать разные камины, то есть какой-то цикл, после которого вы там подходите, берете еще дрова, подходите и берете еще. И я ловлю себя на мысли, что я иду брать еще дрова, а те дрова, которые я положил ранее, они все еще горят. Реально очень долго на одной закладке работает печка. Даже в интенсивном режиме, там одно или два полена, реально горят час. Ну и смотрите, не догорела еще эта самая первая закладка дров. Прошло около 30-40 минут, и посмотрите, что вся камера горения, ни единого кусочка копоти и сажи не осталось. Вот как видите вы печку в магазине, вот в таком виде она сейчас находится уже полностью загружена дровами. Активная фаза горения прошла, посмотрите, лежат угли, ну и такой маленький огонечек пляшет на дровах. Сейчас будем подкладывать. И смотрите, очень важная вещь. Это одна из самых больших каминных печей с огромным стеклом. Она очень похожа на топку, такую уже оформленную. И особенность прекрасная в том, что много огня может быть всего, например, с одного полена. Как это выглядит, давайте прямо сейчас покажу. О, еще одна вещь. Заехал, купил крагу. Я иногда рассказываю об этих вещах. 14 рублей она стоит в Беларуси. Это где-то, сколько сегодняшний день? 5 баксов, да? В общем, 5 долларов стоит вот такая вот кожаная крага. Прекрасна она тем, что вы можете взять полено и не просто его подбросить, а прямо положить внутрь, разложить так, как вам нужно. Итак, я беру одно полено, открываю дверь, подкладываю сверху на угли, закрываю, ну и давайте посмотрим, что произойдет. Ну ладно, много огня, понятно, дали много воздуха и получили много огня. Но теперь давайте, друзья мои, сделаем красиво. Итак, выставляем регулировку в какое-то среднее положение. И долго, с удовольствием наблюдаем за танцем огня. Даже в среднем положении максимальное количество воздуха сейчас приходит на стекло, поэтому не переживайте, даже если вы поддушиваете печку, не желаете смотреть на бушующее пламя, стекло все равно будет долго оставаться чистым. Сейчас самое время чуть-чуть поговорить про мощность печи. Итак, часто, когда вы выбираете печку, вы обращаете внимание на показатель мощности. И чаще всего вы обращаете внимание всего на одну цифру. Это какая-то средняя номинальная мощность. Что имел в виду производитель, указывая эту мощность каждый раз по-разному. Номинально у этой печи мощность 7 киловатт. Но рассматривайте ее как печку с диапазоном мощности от 3 до 9 киловатт. Это важно. Первое. Вы действительно очень легко, как вы уже видели, можете регулировать интенсивность горения. Это происходит очень просто. То есть повернули ручку, интенсивность упала. Повернули в обратную сторону, и печка разгорается. Но особенность этой печи в том, что она имеет систему автопилот. Что из себя представляет система автопилот? Дело в том, что вверху у печки стоит биметаллическая пружина, которая при
разогреве сильном она начинает выпрямляться, и эта пружина завязана на механизм, который регулирует подачу воздуха в печку. Я покажу вам этот механизм, наверное, сделаю в видео отдельную вставку, но что важно знать сейчас. Дело в том, что этот механизм сильно ограничивает верхнюю мощность. Итого, если у вас там у печи указана максимальная мощность 9 киловатт, то механизм, скорее всего, просто не даст возможности печи работать более интенсивно. Неважно, сколько дров вы сюда положите, одно, как сделал я сейчас, или положите 3-4, печка все равно будет стараться поддерживать одну и ту же температуру. Но самое важное, она поддерживает не просто какую-то заданную температуру, она выводит постоянно печку в максимально эффективный режим. При этом режиме чистая внутренняя камера, чистое стекло и очень мало сажи оседает на дымоходе. Друзья, вы, наверное, сами подберете к своей печке эпитеты, как горит огонь, но я впервые пользуюсь именно этой печкой, и я в такой легкой прострации. Очень нравится. Очень крутой объем, очень классная картинка, экономично, долго, красиво, чисто, космос. Но многие-то из вас до сих пор выбирают печки для отопления в том числе, поэтому понимаю, что может быть актуальным вопрос. Итак, диапазон мощности от 3 до 9 киловатт, сколько он способен отопить? До 100 квадратных метров, друзья мои. И это не шутки, правда, печка может отопить до 100 квадратных метров. Возле нее находиться жарко, реально жарко. Сейчас открыты окна, настежь. Сентябрь, в общем-то, не показатель, потому что еще зелено, еще тепло. Вот. Но печка резко поднимает температуру и, в принципе, как основной источник тепла в больших помещениях можете рассматривать эту печку смело. Сейчас очень важный момент с небольшим лирическим отступлением. Несколько лет назад на одном из видео я представил такую деталь, как антиконденсационная вставка. Нужна она для того, чтобы переворачивать подключение таким образом, чтобы если какая-то влага оказывается в дымоходе, то вся эта влага стекала в печку. И это кольцо антиконденсационное сыграло уже со мной не раз злую шутку. Дело в том, что в России чаще всего по какой-то непонятной мне причине этих колец не бывает. Очень редко завозятся, хотя вот в Беларуси у меня там полный склад этих деталей. Но суть и соль в чем? Для этой печки антиконденсационное кольцо не нужно. У нее сразу все сделано по фэншую, и труба становится внутрь. Там есть специальная опора, специальная канавка, поэтому подключение будет происходить очень просто. Ну все, я не выдерживаю. Дело в том, что я хочу все-таки еще поэкспериментировать и заложить туда как раз 3-4 полена и посмотреть, просто посмотреть, что будет. Нет никаких сил ждать, пока сгорит это одно полено, поэтому беру вот еще 3 штучки. О, кстати, ребята, здесь есть ольха. Это странное дерево, оно обычно горит очень быстро. Итак, смотрите, делаем очень большую закладку дров. Попробуем печку не слабо напрячь. Топочная камера сейчас будет не видна, скорее всего, тут просто будет сплошная стена щитов, стена огня. Ребята, печка прямо сейчас душит огонь, она не дает пламени клокотать. Понятно, что его будет много, там высокая температура, но
прям понятно видно, что печка гасит огонь. Он все равно достаточно медленный, нету такого кострища, нету завывания. Но вот этот режим работы, он, друзья мои, в том числе подарит нам сейчас очень красивый вид на огонь. Это баловство, но обалденно. Очень интересный момент. Вам не позволяет вам полностью выключить печку. В моей практике случалось, что печки взрывались. То есть, когда печка сверхгерметичная, вы полностью обрубаете подачу воздуха, газ начинает скапливаться в топочные камеры. И потом при малейшей подаче воздуха происходит сильный взрыв. Бывало, что выбивало зольные ящики, бывало, что выбивало стекла или шнурки из-под стекол. Эта печка, ну, считайте, что это такая система безопасности. В любом случае небольшое количество воздуха печка внутрь себя будет пропускать. Наверное, тоже стоит упомянуть, особенно там для любителей, задать вопрос, а сколько печка может работать на одной закладке дров. Ну вот посмотрите, значит, 3,5 полена там лежит. В теории можно 4-5 штук, наверное, сюда положить. И я думаю, что добиться 6 или 8 часового марафона вполне себе под силу этой печи. Другое дело, надо ли это делать. Мое мнение, что делать этого не надо, но возможность такая у вас, очевидно, будет. Ну, очень красиво. Ну, очень понравилась печка. Друзья, это не последняя точно встреча с ней. Сейчас несколько проектов идет с точно такой же печью. Возможно, появятся они не скоро, потому что от установки печи даже до готового интерьера часто проходит достаточно много времени. Обратиться, рассчитать печку, подобрать ее под ключ можно в Минске, в Москве, в Санкт-Петербурге. И, друзья мои, очень назрел вопрос. Вы, когда обращаетесь ко мне, обязательно сразу указывайте, в каком регионе вы находитесь, потому что физически я просто не успеваю всем отвечать. И поэтому перенаправляю часть из вас к своим коллегам. Это инженеры, продавцы, монтажники и так далее. Все очень хорошие ребята. Но если лично вопрос ко мне, обращайтесь, стучите. Лучше всего звоните на WhatsApp. Номер будет внизу. Ну и вы понимаете, какая печка подойдет конкретно вам. Степан знает. Всем счастливо. Пока. Без этого кадра картина будет точно не полной. Прямо за этим окном, там внутри стоит печка, и обзор мы снимали именно так. Но, друзья мои, посмотрите, где все это находится. Вот такая терраса.